Всем привет! Как вы уже, наверное, догадались, у мужика обед, и он сейчас что-нибудь приготовит. Да, есть такой грешок. Был я опять на рыбалке и поймал американского гольца. Не гайца, а гольца, известного мне под немецким названием бахзайблинг. Такой экземпляр крупный у меня впервые. Я до этого его не ловил. Да я вообще его до этого не ловил, он никогда не клевал. Потому что его не подсаживали в искусственный водоем. А в этот раз попался таки. Он, скажем так, он небольшой, он весом 1,8 килограммов, но этого будет достаточно, чтобы его приготовить. Как я заметил, что многие, кто залипает на ютубе, почему-то предпочитают, чтобы приготовили целиком. Вот если, быка так целиком, или жирафа так, чтобы тоже целиком. Но раз вы так хотите, я приготовлю. Я не скажу, что это какое-то видео поучающее, но тем не менее, кто знает, может быть, кто-то из вас так и приготовит. Насчет гольца я не знаю, а вот с небольшим лососем или лососевой форелью вполне реально. Значит, к этому гольцу я приготовлю жасминовый рис и зеленый листовой салат. Все. Что заметил я еще? То есть людям интересно, как я готовлю рис. Я делаю это очень просто. Я готовлю его в рисоварке. Одну пиалку жасминового риса. Для профилактики его промываю. Его не нужно перебирать, как было это в моем детстве. Он уже и так сам по себе чистый. Возвращаю обратно в кастрюлю и добавляю ровно 2 пиалки обычной питьевой воды. Если я рис готовлю с 2 пиалками риса, то я добавляю 3 пиалки воды. Если 3 риса, то 4 воды. Все очень просто. Добавляю на это количество соли. Перемешиваю. Руки у меня чистые, поэтому я перемешиваю руками. И помимо этого рис будет готовиться, а все, что я готовлю, я прикасаюсь руками без перчаток. Маленькую капельку масла, все. Я отправляю в рисоварку, но я ее не включаю. Мне достаточно будет 20 минут, и рис будет у меня готов. Но для начала нужно распотрошить гольца. Рыба эта не имеет чешуи. Обрезаю все плавники. Ну и хвостовой плавник тоже, он нам как таковой не нужен. Так, чтобы рыба у меня не танцевала, я ее буду обрабатывать в перчатке. Значит, делаю вот такой надрез по спине. За жаберными крышками, боковой надрез. Аккуратно прорезаю так, чтобы не повредить сам живот. Аккуратно вынимаю все внутренности. Здесь я беру как можно дальше и глубже, чтобы мне не повредить желчный пузырь. Голову тоже разрезаю пополам и удаляю жабры. Если кого-то смущает взор рыбы, то может удалить и глаза. Меня это не пугает, не смущает, поэтому я оставлю. Ну, теперь только рыбу осталось промыть. Все, рыба готова. Теперь ее нужно будет только обсушить. Так, рыбу с внутренней стороны я слегка присаливаю. К записи этого видео я особо не готовился, поэтому буду чисто импровизировать. Значит, рыбу я приготовлю немножко в азиатском стиле. Для этого я порылся у себя в морозилке. Вот я достал одну веточку лемонграсса, парочку листочков лайма. На противень выстилаю пекарскую бумагу, распределяю и отправляю рыбу мордой вниз, точнее мордой вверх, внутренней частью на пекарскую бумагу. Рыбу, как вы видели, я посолил только с одной стороны. Позже вы поймете, для чего я это сделал. Рыбу пока убираю в сторону и готовлю маринад. Духовку я включил на 250 градусов вверх-вниз, чтобы она прогрелась. Для маринада я натру 1 зубчик чеснока. К чесноку добавлю кисло-сладкий соус. Вы можете его купить, вы можете его приготовить. Все в ваших руках. У меня на канале, кстати, есть. Ссылку я оставлю. Добавлю сюда кетчуп майонез и добавлю немного соевого соуса. Все это произвольно. И немного растительного масла. Да, и кислоты, конечно, тоже не помешает. Тщательно перемешиваю, пробую на вкус.
кисло-сладкого соуса можно еще немного добавить. Ну вот, со всеми пропорциями маринада у меня буквально получилось 60 грамм. Рыбу я слегка обрабатываю оливковым маслом и слегка присаливаю, слегка, обычной солью. Пока духовка разогревается, я подготовлю салат. Так, ну здесь ничего необычного. Беру сколько мне нужно салата. Салат уже готовый, покупается в магазине. Салат промываю и добавляю уже непосредственно перед подачей один из своих дрессингов. Какой, это вы решите для себя сами. У меня есть видео про дрессинги, ссылку я оставлю. Да, и чтобы все мое приготовление не закончилось катастрофой, я предпринял кое-какие шаги. Значит, запекать рыбу я буду на решетке. Предварительно на решетку я уложил алюминиевую фольгу. Так как я собираюсь рыбу после того, как она запечется сверху, перевернуть. И для этого мне нужен будет противень. Чтобы просто вся жидкость не потекла и не загадила мне всю духовку. А кто сказал, что будет легко? Обрабатывать маринадом на данный момент я не буду. Так как в маринаде очень много сахара. И сахар может вместо карамелизации просто-напросто сгореть. Как только духовка прогреется, я переключу духовку только на гриль. И буду запекать примерно 7 минут. Да, совсем забыл сказать. Рис я уже включил. И отправляю рыбу в духовку под гриль при температуре 250 градусов с конвекцией. Уровень противня чуть выше среднего. Так, ну вот рыба просидела у меня в духовке под грилем ровно 7 минут. Духовку я опять переключил наверх-вниз на 200 градусов. И смазываю маринадом. А далее рыбу мне нужно перевернуть. Сверху укладываю пекарскую бумагу, противень. И здесь, пожалуйста, очень осторожно. Делайте это над раковиной. И 2 полотенцами. И очень быстро. А еще желательно, чтобы вам помог муж. То есть поднимаем и быстро переворачиваем. Вот так. И обрабатываем теперь рыбу с внутренней стороны нашим маринадом. Да, покопавшись у себя в холодильнике, я нашел немного консервированного ананаса. В этот ананас я добавлю весь маринад оставшийся, перемешаю и приготовлю его вместе с рыбой. В данном случае этот ананас будет здесь уместен. И я от него избавлюсь. И отправляю в духовку при температуре 200 градусов. В данный момент только вверх-вниз. Но положение выше среднего. Готовиться рыба будет примерно еще 5, думаю, максимум 7 минут. Рыба вот-вот будет готова, я уже приготавливаю салат. Ну, это буквально на 2 порции я делаю. 6 столовых ложек моего соуса. Просто перемешиваю и все. Больше ничего добавлять не надо. Так, ну вот, друзья, рыба готова. Так, ну вот, как вы видите, сразу возникла проблема с подачей такой крупной рыбы. Немного ананаса. Ну и немного риса. Да, чтобы рис у вас в пиалке не приставал, пиалочку желательно смочить в холодной или в теплой воде. Лопатку сверху переворачиваем и аккуратненько отправляем лист в тарелку. Ну вот и все. Как вы видите, в принципе, ничего сложного. Да, и все температуры по приготовлению рыбы я сделаю в описании. Просто вам будет проще, сделав фотографию с компьютера, и готовь себе дальше. Да, и если кому-то будет не хватать соуса, ну мало ли, добавьте того же самого кисло-сладкого. Он готов, его разогревать не нужно. Прям так, как он есть. Он будет очень хорошо сочетаться с рисом и с рыбой. Рыбу я уже похомячил. На что следует обратить внимание? Вот если вы будете готовить именно гольца, то имейте в виду, что рыба сама по себе суховатая. То есть она не такая жирная, как лосось. Невзирая на то, что она у меня была выращена в неволе. В этом случае рыбу самое главное не передержать, иначе она просто будет сухая. А так, в принципе, все. Рыба зашла нормально. А я на этом с вами прощаюсь. Для более быстрого развития и продвижения моего канала вам необходимо написать всего лишь комментарий. И все. Не нужно писать роман. Достаточно 2-3 слова.
Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И мое новое видео вы увидите через неделю. По пятницам в 19 часов. Ну, если какое-нибудь, конечно, сезонное блюдо не будет давить, и его нужно в первую очередь протолкнуть, то тогда, возможно, я 2, а то, может быть, и 3 видео запущу в неделю. Ну, а так, в принципе, все. До новых видео. Пока.